Всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу» — подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. И сегодня, друзья, у нас подкаст номер 102. Если вы смотрите видео на YouTube, вы можете включить русские субтитры. Если вы слушаете подкаст на Spotify, Apple Podcast или другой платформе, то вы можете зайти на мой сайт russianradioshow.com и абсолютно бесплатно скачать PDF-файл с транскрипцией к этому эпизоду. Еще раз напомню, сегодня подкаст номер 102. Надеюсь, вы уже заметили и оценили, что транскрипции к моим новым выпускам стали бесплатными. Подкаст предназначен для студентов, чей уровень B1, B2. Я стараюсь говорить достаточно естественно, но при этом адаптирую свою речь, чтобы вам было легче понимать. Если вам трудно воспринимать аудио на слух, я рекомендую включить субтитры или скачать бесплатный PDF-файл с транскрипцией. Тема сегодняшнего подкаста очень важная. Что делает нас счастливыми? Мы поговорим о том, что влияет на наше счастье, а также обсудим результаты последнего исследования на эту тему. Вы готовы? Мы начинаем! Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Счастье — это сложное понятие. Мы все хотим быть счастливыми, но у каждого свои представления о счастье. Для кого-то это любовь и семья, для кого-то успешная карьера, а для кого-то свобода и возможность путешествовать. Но что на самом деле делает нас счастливыми? Недавний опрос, проведенный международной исследовательской компанией Ipsos, показал, что большинство людей во всем мире чувствуют себя счастливыми. В исследовании приняли участие более 30 тысяч человек из 30 стран. Оказалось, что самые счастливые люди живут в Нидерландах, Австралии и Канаде. В этих странах более 80% опрошенных заявили, что они довольны своей жизнью. Интересно, что одним из ключевых факторов счастья во многих странах оказались не деньги, а здоровье, хорошие отношения с близкими и чувство безопасности. Конечно, уровень дохода тоже играет роль, но после того, как человек достигает определенного материального уровня, дополнительные деньги уже не делают его счастливее. Что же делает людей счастливыми в России? По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян считают, что счастье — это прежде всего семья и дети. На втором месте здоровье, а на третьем — интересная работа и стабильность. Это довольно традиционные ценности, но давайте посмотрим, какие еще факторы могут влиять на наше счастье. Ученые давно изучают феномен счастья и пытаются понять, какие привычки могут помочь нам чувствовать себя более счастливыми. Вот несколько рекомендаций. Практикуйте благодарность. Исследования показывают, что люди, которые ежедневно записывают 3 вещи, за которые они благодарны, чувствуют себя счастливее и оптимистичнее. Больше двигайтесь. Физическая активность, особенно на свежем воздухе, помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение. Даже простая прогулка по парку может сделать вас счастливее. Кстати, меня всегда делает намного счастливее прогулка вдоль моря. Общайтесь с близкими. Люди, у которых есть поддержка семьи и друзей, чувствуют себя значительно счастливее. Регулярное общение с родными и друзьями помогает справляться с трудностями и поддерживает позитивное настроение. Занимайтесь любимым делом. Если ваша работа или хобби приносит вам удовольствие, уровень вашего счастья увеличивается. Это помогает чувствовать себя реализованным и мотивированным. Отдыхайте и спите достаточно. Недостаток сна негативно влияет на настроение и уровень энергии. Хороший сон помогает чувствовать себя бодрее и счастливее. Я в этом убедился на личном опыте. Я несколько лет вел утреннее шоу на радио, из-за чего мне приходилось вставать очень-очень рано. А вот ложиться спать рано
почти никогда не удавалось. Это были самые ужасные годы в моей жизни, когда я постоянно страдал от недостатка сна. Так что сон — это очень важно. Помогайте другим. Волонтерская деятельность или просто помощь друзьям и близким делает нас счастливее. Когда мы совершаем добрые поступки, мы чувствуем себя полезными и нужными. Если говорить лично обо мне, то есть несколько вещей, без которых я не могу представить свое счастье. Во-первых, это здоровье. Мое и здоровье моих близких. Когда рядом есть человек, которому плохо, когда кто-то из семьи тяжело болеет, вся жизнь будто переворачивается. Земля уходит из-под ног, привычные радости меркнут, а заботы, которые еще вчера казались важными, перестают иметь значение. Именно поэтому я стараюсь беречь свое здоровье и желаю здоровья своим родным, потому что без этого невозможно ощущать себя по-настоящему счастливым. Во-вторых, для меня огромное значение имеет ощущение, что рядом со мной моя вторая половинка. Быть человеком, который принимает тебя таким, какой ты есть, который любит и ценит тебя, это невероятное счастье. Очень важно чувствовать себя желанным, любимым и знать, что мы вместе проходим через жизнь не просто как пара, а как настоящая команда. А когда в этой команде еще есть кот и собака, то мы не просто команда, а суперкоманда. Третий важный момент — финансовая стабильность. Мне не нужны миллионы, я не гонюсь за роскошью, но мне важно знать, что я могу позволить себе путешествовать, радовать себя и своих близких чем-то приятным, не думать о том, как заплатить за коммунальные услуги. Деньги не делают человека счастливым сами по себе, но отсутствие финансовых проблем избавляет нас от огромного количества поводов для стресса. И, наконец, одно из главных условий моего счастья — возможность заниматься любимым делом. Я искренне наслаждаюсь тем, что делаю. Веду подкасты, преподаю русский язык иностранцам, наблюдаю прогресс моих студентов, радуюсь их успехам. Когда я читаю хорошие комментарии от подписчиков, когда кто-то пишет, что мои уроки помогли ему или ей понять русский язык лучше, я чувствую настоящую гордость и радость. Ведь что может быть лучше, чем знать, что твой труд приносит пользу другим? Друзья, а что делает счастливыми вас? Напишите в комментариях или отправьте мне сообщение в социальных сетях. Ваше мнение очень важно. Хочу напомнить вам, что у нас есть русский разговорный клуб. Это групповые беседы, где мы говорим на русском языке на разные темы. Это отличный способ практиковать русский в живом общении. Также я могу стать вашим персональным учителем русского языка. Все подробности на моем сайте russianradioshow.com. А если вы хотите улучшить свое понимание русской речи, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, поставить лайк и скачать транскрипцию этого выпуска. Спасибо, что были со мной. Слушайте русское радиошоу, изучайте русский язык с удовольствием и будьте счастливы! Пока!